Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы подробно расскажем, как сделать фанерное дно. Конечно, проще купить готовое фанерное дно для рукоделия, но часто бывает, что нет такой возможности. Или в магазине нет подходящей формы и размера, или нет подходящего магазина. Поэтому мы чаще всего делаем фанерное дно сами. Сегодня мы рассмотрим образец фанерного дна, который помещается в формат А4. Существует множество способов, как перевести эскиз на фанеру. Самый простой способ – это вырезать шаблон, а потом обрисовать рисунок. И с усилием обвести шариковой ручкой отверстие, а потом просто прорисовать контур. Вот смотрите, что у нас получается. Хотя мне, честно говоря, такие большие отверстия не нужны. Я делаю еще проще. Я помечаю серединку в каждом кружке, а потом прямо по шаблону беру и сразу сверлю отверстие. Или вначале размечаю чем-нибудь остреньким, вот допустим сверлом. Вот смотрите, какие метки получаются. А потом по ним можно также просверлить. Для изготовления дна мы используем фанеру от 3 до 5 мм толщиной. Самый бюджетный способ – это обзавестись большим листом фанеры. В строительных магазинах продаются листы фанеры размером 1,20 м на 2,40 м. Но если вы не планируете в промышленных масштабах плести корзинки, тогда проще сделать дно из разделочной фанерной доски. Такие дощечки можно поискать у себя в хозяйстве или приобрести в хозяйственном магазине. Мы перевели эскиз на фанерную дощечку и теперь просверлим отверстие. Если вы вначале выпилите, а потом будете сверлить, то при сверлении, несмотря на все предосторожности, на фанере могут появиться сколы. Мы покажем вам способ, как избежать сколов при сверлении. Для того, чтобы избежать сколов при сверлении, вначале нужно использовать сверло маленького диаметра. Например, нам необходимо отверстие 5 мм. Вначале сверлим сверлом по металлу 1,5 мм. Потом мы берем сверло большого диаметра 10 или 13, у меня в данном случае 10, и снимаем фаску с отверстия. Фаску снимаем обязательно с обоих сторон отверстия, иначе будут сколы. Вот посмотрите, даже на маленькое сверло как реагирует фанера. А представьте, что будет, если это будет большое сверло. Фаски мы сняли с обоих сторон. И только после этого сверлим сверлом 5 мм. Вот смотрите, что у нас получается. Вот отверстие снаружи, а вот снутри. После того, как мы просверлили все отверстия, мы берем лобзик. Можно использовать электрический лобзик, можно ручной. Разница не принципиальна. Главное, чтобы заготовку выпилить аккуратно. Мы для выпиливания используем вот такую пилку по металлу. Она небольшого размера, с мелким зубом. Она тоже не дает сколов. После того, как мы выпилили фанерное дно, обрабатываем его наждачной бумагой. Вот такое фанерное дно у нас получилось. И на его изготовление из бумажного эскиза я потратил примерно 15 минут. Поэтому не вижу особенного смысла бегать каждый раз по магазинам и искать донышко нужного формата, размера, да еще к тому же с отверстиями нестандартного диаметра. Если имея под рукой кусок фанеры и эскиз, можно сделать самому и довольно быстро фанерное дно. Спасибо, что смотрели наше видео. Если это видео было вам полезным или понравилось, ставьте лайк. А на сегодня у нас все. До свидания.